Это самая старая компания в мире. Ей больше 1000 лет. В чем ее преимущества и недостатки? В этом видеотреке я попытаюсь объяснить. Старейшая компания в мире бизнеса находится в Японии. Называется Конго Резине. Слышали имя этого бренда? Вероятно, тогда вы знаете, что основной бизнес – это строительство и реставрация буддийских храмов. Эта компания была создана в 578 году нашей эры, что эквивалентно времени северных и южных династий Китая. Говорят, что Сун Вукун, путешествие на запад, также родился в этом году. Посчитайте, с этого момента по сегодняшний день этой компании 1440 лет. Компания Конго Резине прошла через 41 поколение собственников. В чем секрет успеха этой компании на протяжении тысячелетий? Позвольте мне обобщить 4 вещи. Во-первых, конечно, вы не можете оставаться без потомства. То есть, по крайней мере, должны гарантировать рождение одного сына или дочери в каждом поколении. Во-вторых, вы не можете открывать филиалы везде. Вы единственный в своем роде. В-третьих, компания не должна выходить на фондовый рынок и не должна брать деньги инвесторов взаймы. В-четвертых, никогда не занимайтесь бизнесом, который не имеет ничего общего с ремонтом и возведением храма. Конго Резине существует 1440 лет, следуя в итоге этим 4 пунктам. Другими словами, это можно назвать правило закона выживания черепахи. За долгие годы, насчитывающие более 1000 лет, группа Конго Резине также имела короткий период расширения. Когда в 1970-х годах экономика Японии процветала, 39-е поколение группы Конго Резине внезапно решило: мы хотим увеличения размера. Таким образом, эта семейная компания превратилась в корпорацию с ограниченной ответственностью. А помимо ремонта храмов, она начала заниматься множеством других проектов муниципального строительства. Также открыла собственные филиалы в крупных городах – в Токио, в Осаке. В результате в 1990-х годах экономический пузырь в Японии лопнул. Группа Конго Резине была в большом долге, то есть набрала множество кредитов. И, наконец, объявила о ликвидации в 2006 году, закрыв все свои предприятия, кроме ремонтов храмов. В тот год сотрудники группы в Конго Резине составили менее 100 человек. Годовой доход составляет 7,5 миллиардов йен, что эквивалентно более 300 миллионов юаней. Долг компании составляет, думайте, 4 миллиарда йен. Сегодня многие китайские предприниматели приезжают в Японию, чтобы узнать об опыте группы Конго Резине. На мой взгляд, у этой компании есть чему поучиться. То есть, она очень сосредоточена на узкой специфике бизнес-индустриального храмового бизнеса, индустриально-храмового ремонта, дошедшей до крайности в этой области. Тем не менее, с точки зрения современного управления предприятием, они потерпели неудачу. Потому, чтобы быть современным предприятием, они должны осмеливаться рисковать, осмеливаться расширяться, осмеливаться капитализироваться, осмеливаться глобализироваться и осмеливаться не быть семейными. За каждым вызовом стоит большой риск сильных порывов ветра и ливней. Поэтому мы говорим, что великие компании выжили после многочисленных неудач. Однако команда Конго Резине пошла по противоположному пути. То есть они чрезвычайно контролировали свое желание.
будь то рост отраслевого масштаба или желание получения большого капитала. Этот контроль, конечно, позволяет избежать бесчисленных рисков, но он также упускает возможность расширения и роста. Так что, на мой взгляд, группа Congo Resine можно обозначить, это не горячая компания, стремящаяся к прорыву, а скорее всего, назовем это холодной компанией, обросшей льдом. У меня есть два знакомых, которые знают друг друга приблизительно 20 лет. В то время они открыли закусочные по приготовлению лапши в городе Нимба, то есть где мы находимся. Одним из которых была лапша с засоленными креветками и кусочками угря. А другая закусочная лапша сычуанской кухни. На сегодня ресторанчик с креветочной лапшой и угрем по-прежнему является закусочной. Также на том же месте, более 30 квадратных метров, 6 столиков находится на том же месте. А тот, кто занялся сычуанской кухней, он открыл множество закусочных, создал свой собственный бренд и привлек инвестиции. И профессиональных менеджеров, то есть не родственников. А в прошлом году или около того экономика не очень показывала себя в Китае, не очень была хорошей. И поток инвестиций почти мог прекратиться. Давайте, если вы позволите мне оценить этих двух друзей, я ценю последнего еще больше, потому что он предприниматель, он предприимчив, он расширяется и он проходит через все трудности и опыт становления предпринимателем. А друг, у которого до сих пор лапша с креветками и угрем, просто бизнесмен, самонаниматель. Следовательно, в смысле современного бизнеса Congo Resine есть места, которые нам следует изучать очень внимательно, и места, которые заслуживают размышлений. Уважаемые слушатели, по традиции вопрос к вам. Если вы открываете закусочную, хотели бы вы открыть небольшой магазин по продаже лапши с креветками или кусочками угря, то есть первый друг, или сеть закусочных сычуанской кухни, то есть сеть, много рисков, или же небольшой ресторанчик, мало риска, но и развития мало. Что вы бы предпочли? Комментарий оставляем под этим видео.